Всем привет, меня зовут Ируша. Я сегодня решила отойти от своего разговорного формата видео, но только сегодня и показать, как накрутить локоны с прямым кончиком без утюжка, а плойкой. Почему плойкой? Потому что плойка, во-первых, гораздо удобнее. Я еще не встречала девушек, которые вообще не умеют обращаться с плойкой, в отличие от утюжка. Многие девушки не понимают, как крутить, в какую сторону, какие-то зажимы образуются, и не получается прямого кончика, или не получается локон. Потом еще после этих мучений у некоторых не держится этот локон. И я понимаю все плюсы от накручивания утюжка, и локон действительно смотрится очень естественно, стильно, и минус иногда плойки в том, что плойка может накрутить вот как у куколки Барби, вот такой вот какой-то очень сильный локон, и многие на самом деле не догадываются, что локон такой же, как и утюгом, можно сделать плойкой. Только не докручивать до конца. Сегодня покажу, как это сделать. Это будет все очень быстро. Мне не будет никаких каких-то занудных распределений прядей. Здесь 2 сантиметра, здесь тоже должно быть. Все очень быстро. Я делаю это все в домашнем формате. И средств тоже будет минимально. Что мне понадобится? Резинка. Когда я буду накручивать нижний ряд, я уберу сверху волосы. Расческа первой попавшейся не имеет значения абсолютно, какая расческа. Спрей термозащитный у меня Get Well Cottage, уже такие остатки. Хороший спрей, кстати, еще придает блеск волосам и выглаживает волос, такой прям салонный эффект получается. Ну и лачок от Matrix тоже у меня остатки, поскорее бы его допользовать. Лак вообще не очень, некоторые в салоне его используют, мне не нравится, он и склеивает волосы, и даже какую-то жирность придает, в общем, не мой лак. Самый оптимальный — это голубой шварцкоповский лак, который можно увидеть и с работой со звездами стилисты покупают этот лак. Не самый супер дорогой, но он реально очень классный. Все, я приступаю. Меньше разговоров, больше дел, так сказать. Распределяю я как обычно. У меня будет 3 зоны. Ну, так обычно, да, самое удобное, потому что, конечно, если у вас волос не очень много, можно 2 зоны сделать. Вот. Но у меня все-таки волосы длинные, можно и мне 2 зоны, если очень я спешу, я так сделаю, конечно, не очень, наверное, эстетически красиво, но тем не менее. Здесь я распределяю тоже по 2 прядки. Я хочу сказать, что волосы все-таки должны быть свежими, да. Иногда это неудобно мне было говорить в работе невестам, к примеру, я это не говорила когда-то. А потом, когда я встречала девушек, которые все-таки не понимали, что нужно это делать на свежие волосы, пришлось проговаривать это каждый раз потом с новыми невестами. Так, я еще поправляю микрофон, потому что я потеряла зажим, и вообще эту штучку я на отдыхе потеряла, меховую. В общем, да, придется поправлять, я извиняюсь. Открываю я плойку, держу как обычно. Я не буду рассказывать прям как постановка руки, все вы обращаетесь с плойкой. Я думаю, что хорошо и знаете, как это делать. Открываю и начинаю я закручивать, оттягиваю вниз. И что я делаю? Я кончик, вот этот вот прямой, не затягиваю дальше. Я его просто оставляю. И остальное я закручиваю к корню. Можно повернуть плойку вертикально. Все. И вот мой прямой кончик остался. Можно его вот так оттянуть. И освобождаю щипцы вот таким похлопыванием. И вот такой локон сразу получился. Оп! И вот тебе чем не накрутка, как утюжком. Хотела вам показать свой резиновый коврик, который я оставила, у меня была какая-то съемка тут, оставила его, не съемка, мероприятие меня звали. И на этом мероприятии оставила свой резиновый коврик. Поэтому не покажу, а вообще это дико удобная вещь, потому что дома можно все сжечь этой плойкой,
если ставить на какую-то поверхность, которая не предназначена для горячих щипцов. Ну, наверное, дома вообще ничего не предназначено для горячих щипцов. Поэтому коврик — это вообще тема. Ну вот, видите, какой локон получается? И вот вам прямой кончик. Конечно, вы не сможете уже прям пройтись вот так вот снова, как утюжком, вот прям его вытянуть вообще как такой соломенный эффект. Но, конечно, этот вариант подойдет тем, у кого прямые волосы. Естественно, я хотела сказать, у кого волосы волнистые, конечно же, эта тема отпадает. Но все прекрасно знают, как можно вытянуть волосы феном. У всех же есть фен. Просто расчесочкой вытягиваете волосы, и все. И готово. Так, я не монтирую в последнее время вообще свои видео, поэтому вот прям вот как есть. Там сколько я уже минут наговорила. И вот сейчас покажу, за сколько я это все накрутила. Да, я уже попшикала волосы спреем, конечно же, термозащитным. Можно вот так вот накручивать, доходить до конца и потом просто вот так вот крутить к корню снова. Только будьте осторожны, не сожгите себе ушко. Главное оставлять кончик, его не закручивать. У меня, кстати, от природы волос на самом деле волнистый. Но я его по закону всех волнистых волос вытягивала долгое время. И потом они как-то сами у меня выпрямились. Так что имейте в виду, не вытягивайте их столько времени, сколько я. Сейчас... Но у меня как бы не очень проблемный волос, потому что я могу помыть волосы, если их феном не высушивать, то они все равно у меня будут волнистые, знаете, как будто после пляжа. Вот, а здесь я вообще даже могу уже не забирать резинкой, я просто вот так вот перекидываю волосы на одну сторону, и все, давайте попшикаю, вот так вот я пшикаю. Волосы, кстати, это средство очень вкусно пахнет. Но его главное тоже не переборщить, потому что он может сделать волосы такими несвежими, если перегрузить средством. Так, у меня тут на мой микрофон западает. У меня все в таком домашнем формате, вот как вот я вот кручу, как показываю, так оно и есть, без вырезаний, без всего. Ну вот так вот получается, что скажете, ну, мне кажется, это прям тема вообще. И выход из положения. Плойка у меня от Babyliss, это профессиональная плойка. Babyliss есть бюджетный формат. Он продается там во всяких МВидео, Эльдорадо, это не то. Если вы хотите хорошую плойку, которая на профессиональном уровне, это нужно покупать в профессиональных магазинах. И здесь такой хороший оптимальный диаметр и длина плойки сама большая, то есть вот на длинные волосы хватает вот этого размера длины, чтобы закрутить локон, потому что короткие плойки, ну, вмещаются, конечно, но нужно прям активно продвигать локон все время, ну, то есть много лишних движений. Вот. Поэтому для длинных волос лучше взять подлиннее плойку. Так, вот такой вариант получается. Так, сейчас прокидываю.
у меня будет, я накручу на прямой пробор, а потом я просто перекину, куда мне хочется. Я так всегда делаю. А вы, если носите пробор, конечно же, нужно отделить проборчик. И с этим пробором, от этого пробора вы уже и накручиваете волосы. Я раньше носила все на прямой пробор. Вот, сейчас я перекидываю волосы в разные стороны. Мне так нравится, и объем больше получается у корней. Ну, то есть, видите, да, они не кукольные, получаются, локоны. Конечно, можно держать дольше. Я показываю просто вот такой вариант, ну, просто быстро накрутить, чтобы вот не было эффекта, как будто вы только вышли из салона или только накрутили локоны. Это вот уже такой свободный локон, который как будто немножечко уже раскрутился. Знаете, это как свидание, когда девушки слишком сильно стараются на свидании, одеваются очень так, ну прям наряжается и все такое, это все здорово, но я, особенно в самом начале, как-то не очень это, честно говоря, люблю, как будто вот прям это супер специально сделано. Я вот как раз это и к локонам относится. Вот как будто так и должно быть. Вот такая красота получается. Потом, конечно же, это можно расчесать или можно не расчесывать. А все локоны, конечно же, лучше чуть-чуть подержать, чтобы они закрутились, зафиксировались. Если их сразу расчесать, то они, конечно же, могут быстро распаться. Но опять же, от утюжка будет такая история, а от локона, если вы это будете делать на средства, на чистые волосы и потом еще и зафиксируете лаком, а можно, кстати, лаком не фиксировать, то они никуда не денутся и целый день у вас точно будут. Ну вот, видите, как получается быстро и эффективно. Вот такой вот с прямым кончиком волна. Красота. Так, доделаю я здесь. Обещала я там сколько минут в начале. В принципе, я практически в это время и укладываюсь. 15 минут, да? Кручу я, если кому-то будет интересно, честно говоря, прямо на максималке. Сколько там? 30, какая-то стоит цифра. Потому что я не держу долго локон. Если вы хотите хорошо прогреть локон, то можно использовать поменьше температуру. Сколько там я, наверное, минутку держу по времени. Ну, я думаю, что многие знают, что, конечно же, все зависит от густоты волос. Чем гуще у вас волосы, тем прядь должна быть тоньше, меньше, потому что плойке нужно прогреть локон. Если будет очень много волос, то плойка просто не справится с такой густотой, и локон у вас может получиться, если получится, но опять же держаться он не будет долго. У меня волос, он не густой. Может показаться, почему-то всем кажется, что у меня густые волосы. На самом деле у меня тонкий волос, просто, как говорится, их много. Вот, и поэтому я могу себе позволить взять прядки пошире. Но когда мне нужно прям вот такой красивый, четкий локон получить, то я, конечно же, беру пряди
поменьше, потоньше. Если вы будете пряди брать потоньше, то у вас, соответственно, густота будет больше, потому что будет больше накрутки. У лица я не кручу прям отсюда, чтобы такой тоже естественный эффект был. Очень не люблю, когда у лица прям какие-то крутые кудри получаются. Как-то это тоже барашисто смотрится. Не люблю. Собственно, накрутка подходит к концу. Можно что-то там еще подкрутить, но мне так нравится. Ну, чем вам не накрутка утюжком? Пожалуйста. Ладно, это я сейчас разделю на 2. Я сейчас это дело расчесывать не буду. Сейчас покажу другой способ. Как, ну, хотя мне, в принципе, и так нравится, но что можно еще? А, вот я не докрутила вот здесь вот. Сейчас докручу. Ага. Не докрутила. Ну и как видите, я использовала вообще вот прям минимум всего. Даже вон резинку и только на первую прядку использовала. Поэтому это вот формат такой, когда нужно очень быстро собраться. Буквально минут через 15 там выбежать из дома. Или можно перед завтраком накрутить волосы, позавтракать, и они у вас зафиксируются, и побежали на работу, по делам. С локонами красивая, вся такая нежная, воздушная. Сейчас очень популярный, конечно, Dyson. Но, честно говоря, к Dyson вообще нужно приноровиться. Это классные приборы, стайлинг вот есть у моей мамы, но локон вообще не держит. Я накручивала тут в театр и даже, наверное, нет, не в антракте. А когда я только приехала в театр, локоны просто пропали мне. Мама говорит, а где локоны-то? А локонов уже нету. Вот, это еще раз к тому, что плойка — это очень крутая тема. Все, вот таким способом я накрутила себе волосы. Вот вам прямой кончик, вот локон. И что еще можно сделать? Просто вот так вот взять, взбодрить волосы, взбодрить, и у корня прям немножечко подлачить, чтобы корни привстали немножечко. Ну вот. Вот и все. Все готово. Такая красота может получиться, если вы будете делать это не утюгом, а плойкой. Сколько там получилось? 15 минут, наверное, если минус мои разговоры. Так что очень рекомендую такой вариант. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, и, конечно, завтра я записываю по плану мотивирующее видео. Надеюсь, вам будет интересно. Пока!